Всем здравствуйте! Сегодня вам покажу, как связать вот такую вот сумочку. Очень простая, очень легкая в исполнении. Также ее называют как сумочка Прада. Ну вот наподобие такого же вам покажу. Пряжа у меня вот котон, макраме. У нее пряжа сильно не растягивается. И такое бежевого цвета. Буквально мне понадобился один моточек. Крючок я использую номер 4 и нужны будут закрепки. Итак, набираем цепочку. Набираем 41 петлю. Ну, если хотите такого же размера сумочку, как у меня, ну, значит, примерно также 41 петлю. Если чуть поменьше, значит, и петельки в начале также набирайте меньше. Теперь мы первую петельку пропускаем и провязываем во вторую от крючка столбик без накида. До конца ряда нам нужно провязать столбики без накида. И эту первую петельку мы отметим маркером. И последнюю петлю нам нужно провязать 3 столбика без накида. Первую петельку мы также отметим маркером. И последнюю петельку нам нужно также отметить маркером. Ну, в принципе, овальное такое дно. Оно у меня уже есть в видео. Можно его оттуда посмотреть. Или можно также вместе со мной вязать. После как провязали 3 петельки. И дальше провязываем до конца в каждую петлю по одному столбику с накидом. В конце, не довязывая одну петлю, туда нам нужно провязать 2 столбика без накида. И первую нам нужно отметить маркером. С другой стороны, третья, она у нас уже начинается как первая. Первая, как мы начинаем вязать, она у нас вот получается, вот она. Теперь следующий ряд провязываем 2 столбика без накида и отмечаем первую здесь петельку, и последующие идут у нас столбики без накида по одному до следующего маркера. Дошли до нашего маркера, и теперь вот эти 3 петли, которые у нас были, в каждую из этих петель нам нужно провязать по 2 столбика без накида. Их получается 6 петелек. И здесь нам также нужно отметить петельку. И теперь вяжем следующие по одному столбику без накида, также до следующего маркера. С этой стороны точно так же у нас было 2 петли, и мы теперь в каждую из этих петель провязываем по 2 столбика без накида. Их у нас получается также 6. Получается, сейчас мы 4 провязали, и в начале ряда 2 эти петли мы также их провязали, и у нас тоже получается 6.
Теперь следующий ряд. Также мы провязываем в первую петельку 2 столбика без накида. Отмечаем нашу петельку маркера. И теперь следующий у нас идет просто столбики без накида до следующего маркера. Теперь первую петлю мы здесь провязываем 2 столбика без накида в одну петлю. Отмечаем первую петлю нашу маркером. Следующая петля у нас идет 1 столбик без накида. Следующая петелька идет 2. Здесь мы будем уже чередовать. Следующая 1, следующая 2 и последняя также 1. И до следующего маркера провязываем по одному столбику без накида. Теперь с этой стороны точно так же 2 столбика в одну петлю. Поставим туда маркер, чтобы не потерять. И чередуем 2 петли. Теперь будет 1 столбик. Следующий 2 столбика. Следующая будет 1 столбик. И в самом начале мы уже с вами провязали 2 столбика и 1. Следующий ряд мы провязываем первую петельку 2 столбика без накида. Первую ставим маркер. И теперь до следующего маркера мы провязываем в каждую петлю по одному столбику без накида. Теперь здесь у нас идет 2 столбика в одну петлю. Не забывайте ставить маркеры, тем самым вы не потеряете свои петли. Дальше следующая петля 1, следующая тоже 1, следующая петля уже идет 2 столбика без накида в одну петельку. Чередуем. Следующая у нас тоже 1 столбик, следующий тоже 1 столбик. Следующая петля у нас идет 2 столбика в одну петельку. И еще у нас по одному остается. И до следующего маркера также провязываем по одному столбику без накида. Теперь мы пришли в другой край. Здесь точно так же делаем. В первую петлю у нас идет 2 столбика без накида. Возвращаем маркер. Чередуем. У нас идет по одному. 1, 1 и 2 столбика. Тем самым мы увеличиваем нашу овальную вот эту вот сторону. И в начале ряда мы уже с вами провязали 2 столбика и как бы 2 петли. Следующий ряд также провязываем 2 столбика в одну петлю, возвращаем маркер, и идет у нас чередование уже 3 столбика без накида. Ну, до следующего маркера мы провязываем по одному столбику. И вот здесь мы также вот
начинаем чередовать 2 столбика в одну петлю, возвращаем маркер, следующий один столбик, следующий один столбик, но это второй и третий. В следующую петельку мы провязываем 2 столбика без накида в одну петлю. Дальше также 3 столбика по одной петле. Потом идет 2 столбика без накида в одну петлю. И последние 3 петельки. И также до конца, до следующего маркера провязываем по одному столбику без накида. Дошли до нашего маркера, и теперь здесь также сразу в первую петлю провязываем 2 столбика без накида в одну петлю, возвращаем наш маркер, теперь провязываем последующие 3 столбика, да, по одному, 3 петли по одному столбику, потом также 2 столбика в одну петельку, и у нас останутся последние 3 петли. Теперь смотрите, вам хочу показать способ. За заднюю стеночку провязываем столбики без накида. Сейчас наш ряд отметим, что это наша первая петелька. И таким образом мы с вами просто это уже будет для такая подготовка для стеночек сумки. За заднюю стенку между двух петель у нас есть такая вот ножка, и между этих двух петель мы провязываем столбики без накида, без прибавлений, просто по кругу мы с вами провязываем вот таким вот образом. И это мы формируем наши стеночки сумки. Следующий ряд. Вот у меня остается здесь еще перед маркером тоже ножка. Я туда тоже провяжу за эту ножку столбик. И теперь смотрите, в эту же петельку получается да, уже сформированную я делаю столбик без накида и ставлю маркер начала ряда. И теперь нам нужно будет провязать 7 рядов столбиками без накида. Вот сразу за обе стеночки петель провязываем столбики без накида, и таких нам нужно провязать 7 рядочков. Между рядами мы не будем делать с вами столбиков петель подъема, будем просто вязать по кругу, но маркер всегда должен быть на своем месте, для того, чтобы вы не теряли. Делаю последний столбик и набираю 1, 2, 3 петли, одну петельку пропускаем и провязываем столбик с одним накидом и одну воздушную петлю подъема. Одну петлю пропускаем и провязываем столбик с одним накидом и одну воздушную петлю. Таким образом мы будем с вами вязать по кругу. Один столбик с одним накидом и воздушная петля между ними.
Теперь как мы соединяем ряд, я смотрю, чтобы была одна петелька, да, воздушная между нашими столбиками, и делаю просто соединительную петлю. Теперь набираю 4 воздушные петли и столбик над столбиком провязываю столбик с одним накидом и одну воздушную петлю подъема. Столбик над столбиком и одна воздушная петля между ними. Таким образом вяжем с вами вверх. Хотите делать по центру рисунок, вяжите со мной. Не хотите, вяжите просто сумочку по прямой дальше. Итак, я связала столбики с одним накидом. У меня получилось 6 рядов. Поделила свое вязание пополам, по бокам и по центру также. Нам понадобится вот такие вот 2 столбика с одним накидом по центру. Провязываем по кругу сейчас и доходим до нашего маркера. Теперь, когда дошли до маркера, смотрите, последний столбик. И теперь у нас идет следующий столбик с одним накидом. И между столбиками мы также провязываем столбик с одним накидом. И в следующий столбик мы провязываем также столбик с одним накидом. Теперь идет у нас воздушная петелька и продолжаем по кругу вязать дальше наш простой узор. Доходим опять до этих петель. Дошли до этих петель. Вот у нас столбик с одним накидом и здесь столбик с одним накидом. И теперь уже мы, не делая воздушную петельку, отмечаю специальным маркером, чтобы не терять, провязываем между, уже без петель, столбик с одним накидом в каждый столбик. Воздушных петель между ними нету. Все 3 столбика мы провязываем. Также между столбиками провязываем. И наш столбик с накидом, который. Теперь делаем воздушную петлю и продолжаем вязать наш узор по кругу. И опять доходим до нашего центра. Узорчик мы повторяем. Таких рядочков нам нужно будет провязать около 5-6. Сначала вовнутрь, между и по каждому столбику. И в конце также будет между и один столбик захватываем. И будем продолжать вязать также дальше по кругу.
Вот у меня раз, два, три, четыре, пять таких как бы определенных, да, узорчиков. Вы можете вообще без этих узорчиков вязать просто по кругу. И теперь сейчас я дойду до этих узоров и покажу вам, как мы дальше вяжем, переходим на опять столбики с одним накидом и воздушные петельки. Вот у нас закончился, начинается, вернее, тут узор, и в первый столбик сразу провязываем столбик с одним накидом, делаем одну воздушную петлю подъема, один столбик мы пропускаем и в следующий столбик провязываем столбик с одним накидом, одна воздушная петля подъема, один столбик пропускаем, ну как одну петельку пропускаем, и дальше вяжем столбик с одним накидом, воздушная петля, одну петельку пропускаем, и таким образом провязываем теперь наши ряды. Итак, я провязала раз, два, три, 4 ряда уже, просто столбики, и провязала один рядочек столбики без накида. Провязала еще один ряд столбики без накида, и теперь буду вязать соединительные столбики. Это будет у меня как такой край, да, чтобы красиво смотрелся. Провязываю. И будем вязать с вами ручки. Теперь отмеряем, где будут наши ручки. Я смотрю по вот этому своему узорчику и примерно вот высчитать, посчитать, поскольку у вас выходит петелек, чтобы и спереди, и сзади у нас получилось одинаковое число. Будем вязать с вами ручки. Сейчас вяжем этот ряд соединительными столбиками и доходим до первой наших маркеров. Покажу вам, как будем вязать ручку. Ну и показываю за верхнюю петельку. Будем провязывать соединительные столбики. А то потом возникнут еще вопросы, как же его так провязать. Вот таким образом провязываем. Дошли до первого маркера и набираем просто воздушные петельки. У меня их получается 65. Теперь проверяйте свою цепочку, чтобы она у вас шла ровненько. И подсоединяем к следующему маркеру. Также за верхнюю петельку и соединительная. Теперь соединительные петли до следующего маркера и также наберем 65 петель и присоединим к следующему маркеру. Вязали мы ряд опять соединительными петлями, и теперь смотрите, провязываю столбик без накида. И в каждую петельку сейчас будем провязывать по всей длине 65
петелек, и все у нас должны быть столбики без накида. Смотрите, в конце также я одну вот эту последнюю петельку пропускаю и в следующую провязываю столбик без накида, а дальше уже вяжу соединительные петли. Таким образом у нас будет и конец ручки как бы тоже формироваться красиво. Эту тоже ленточку провяжем, и теперь следующий ряд также одну петельку пропустим и в следующую петлю уже будем вязать столбики без накида. Чтобы ручка была потолще, если не хотите, можете уже оставить даже и в таком виде, а можете потом еще один ряд и по ручке пройтись также соединительными петлями. Вот и все. Такая простая сумочка готова. Что непонятно, спрашивайте, подписывайтесь, ставьте лайки. Пока-пока.